Всем привет! Меня зовут Ольга, и с вами снова проект о русском языке с региональным акцентом «Великий и могучий». Когда мы с вами начинали говорить о прилагательном, мы упоминали о такой части речи, как причастие. И не зря. Причастие совмещает в себе признаки двух частей речи – прилагательного, а именно способность причастия изменяться по родам, числам и падежам, и глагола. У причастия можно определить вид, время, переходность и возвратность. Причастие – особая неспрягаемая форма глагола, обозначающая признак предмета по действию, который он сам производит или испытывает со стороны. Причастие отвечает на вопросы «что делающий», «что сделавший», «какой» и прочее. Действительное причастие обозначает признак по действию, которое производит сам предмет. Любящий человек, поющие дети, страдательное причастие называют признак предмета по действию, которое этот предмет испытывает со стороны. Съеденный пирог, вымытая посуда. Уроженец Кировской области Анатолий Устюгов очень красочно описывает природу в своих произведениях. В следующем небольшом отрывке из сборника произведений «В Бобровом краю» можно найти сразу два причастия. Две молодые трясогузки подпускают меня совсем близко. Их еще за короткую жизнь никто по-настоящему не испугал. А мамаша-трясогузка, знающая, вероятно, что такое летящий камень и хищные когти, отчаянно кричит, заливается. Оба причастия, знающая и летящий, являются действительными. Далее в этом же сборнике в рассказе «Ловушка» можно заметить страдательное причастие. Кто там? Птица и, скорее всего, галка. И я смело заглянул в трубу. Странно, в трубе сидела не одна галка, а целых 6. И они занимали всю освещенную часть горизонтального хода. Причастие освещенную является страдательным, так как эта часть хода, о которой идет речь в рассказе, освещается чем-то, например, солнцем. Далее мы поговорим с вами о деепричастии. Деепричастие – это неизменяемая глагольная форма, которая обозначает добавочное действие и совмещающая признаки глагола и наречия. Деепричастия отвечают на вопросы «что делая», «переходя», «занимаясь» и «что сделав», «что сделавший», «поевший», «поспав». Деепричастие, как и причастие, обладает признаками двух частей речи, только в этот раз глагола и наречия. От глаголов в деепричастии способность иметь при себе зависимые слова, возвратность и вид. От наречия неизменяемость, зависимость от глагола сказуемого, роль в предложении. Деепричастие, как и наречие в предложении, являются обстоятельством. В том же рассказе «Ловушка» Анатолия Устюгова мы встречаем деепричастие. Попробуйте найти его самостоятельно и определить признаки, о которых мы только что говорили. Один галчонок запутался лапками в сетке, и я быстро вытянул его из трубы. И этот желторотик ущипнул меня клювом за палец, пока я цеплял его от авоськи. Так больно, что я выронил его на крышу. Шлепнувшись, он, однако, выскочил быстро на лапы и бочком-бочком в припрыжку стал удирать от меня по крыше. Шлепнувшись – это деепричастие, возвратное, совершенный вид, так как деепричастие отвечает на вопрос «что сделав?» в предложении обстоятельства. В рассказе «Хатка» из этого же сборника мы опять встречаем деепричастие. Возле сарая горел костер и лежала перевернутая лодка. Михалыч и Мария Терентьевна стояли у огня, наблюдая, как греется в ведре смола. Наблюдая это деепричастие, невозвратное. Несовершенный вид, так как отвечает на вопрос «что делая?» в предложении обстоятельства.
В рассказе «Редкая охота» встречаются сразу два деепричастия на небольшой отрезок текста. Забежав за сток, я сбросил рюкзак, быстро нагнулся, схватил Томку в руки и, размахнувшись, подбросил его наверх, на сено. Собака стала было сползать назад, но тотчас заработала лапами и застряла на стогу. Забежав, деепричастие, невозвратное, совершенный вид, обстоятельства. Размахнувшись, деепричастие, возвратное, совершенный вид, обстоятельства. Как вы, наверное, заметили, причастие и деепричастие используются в русском языке довольно часто. А в качестве домашнего задания мы попросим вас найти причастие и деепричастие в отрывках из рассказа Анатолия Устюгова «Полоса везения». Определите все признаки этих частей речи, о которых вы узнали на этом занятии. С тщательностью, особой лопаточкой на длинные ручки переносил лесник капканом снежок от пеньков, стараясь, чтобы он был не поврежден. А пеньки он затем присыпал снегом, придав им прежний вид. Закончив свое утомительное занятие только к концу дня, довольный чистотой работы, лесник с попутным лесовозом вернулся на склад, а оттуда на лыжах домой, в Подсосины. Волка лесник увидел за первыми елями от дороги. Услыхав шорох лыж, лежавший неподвижно на снегу зверь рванулся и, словно держась правой лапой за капкан, повернул голову к человеку. Зло оскалился и сделал подобие прыжка навстречу выстрелу. Публикуйте свои работы в любом формате. Текст, видео, аудио с хэштегами «Великий и могучий РФ», «Великий и могучий Вятка», «High and Mighty». За каждую работу мы высылаем в подарок пазл в онлайн-формате и сообщения с пояснениями по работе. При выполнении минимум 10 домашних заданий по нашим урокам вы получаете диплом участника проекта. Увидимся на следующем уроке.